советское время команда ехала на стандартных моторах просто с точки зрения того, что им надо было доехать. Они везли собственную сменную резину, они везли примусы, они везли запас продуктов, они везли костюмы фабрики «Большевичка», они везли запасные коробки передач. В других командах вся эта ноша ложилась на технички, как правило. Но обе советские технички выбыли, еще не дойдя до старта. Одна машина налетела на грузовик, был встречный удар под Минском, вторая машина разбилась во Вроцлаве. Ехали по картам, которые были, очевидно, еще составлены в период войны. Они проскакивали повороты и понимали, что на автобане разворот не как на Горьковском шоссе, вот где ты захотел, там и свернул. Тебе нужно ехать до следующей развязки. 10 километров, а это туда-обратно 10 минут потери. Все началось с того, что нас нашла машина Масолова, и мы ее выкупили. И я позвонил своему другу Алексею Васильеву, сказал: Лех, я нашел эту машину, в следующем году будет 55-летие первого старта наших на Монте-Карло. Я бы сказал, что искра всего это появилась, когда наша давнишняя идея вот этого ревайвала советского на Монте-Карло встретилась с энергией Леши Васильева, который начал строить эти автомобили. В первой же гонке, в нашей, на историческом ралли Монте-Карло, даже не стоял вопрос о том, что масоловская машина должна готовиться к этому штурму, потому что мы понимали, что историческое ралли Монте-Карло – это настоящая боевая гонка, которая требует практически переделки машины, в интеграции в него силового каркаса нового, там, замены подвесок и так далее. По сути дела, по техническим требованиям разрешено все. Но главное, что основные узлы агрегаты должны быть того же производителя, что и марка автомобиля. Поэтому построить из 21-й «Волги» достаточно конкурентоспособный автомобиль на основе газовских современных узлов и агрегатов достаточно несложно. Строили машины по образу и подобию машин 60-х годов. Это фирменная раскраска горьковского торпеда, черный низ, белый верх. Но это был, в общем-то, своего рода тренд. British Motors — это команда Mini, это красный низ, белый верх. Команда Citroën — это синий низ, белый верх. То Волга, но она, по сути, черная министерская машина всегда. Но ей добавили контраста белого цвета. Самое классное в том, что мы сделали, это то, что каждый играл какую-то роль неотъемлемую в этом всем процессе, а он был достаточно сложный, потому что все-таки отправить две машины, две технички далеко за 2500 километров на самый большой ралли — это нетривиально. Это была мечта с детства, то есть я даже не думал, что это можно было загадать, потому что мы шли к Монте-Карло не эти 6 дней, мы шли даже не этот год. Организаторы очень приветливые, они восприняли эти машины очень радостно, что качественные, красивые советские машины. Все соберутся, люди приходят, подходят, трогают аккуратненько, пытаются прочитать на русском языке, что значит слово «Волга», ни у кого не получается. Это просто было королевошно. Это Вартбург? Нет? Я не знаю марку этой машины. Она из России? У меня есть «Волга» второй серии 59-го года. И больше в Италии такой машины нет ни у кого. Норвежцы подходили, рассказывали, что они помнят эти автомобили, они работали в такси в Норвегии. В Скандинавии это был очень популярный автомобиль. К нам, по-моему, подошли владельцы всех миников. Они приходили и считали, сколько миников уложится в «Волгу». Они согласились, что 3. Они приехали из России с водкой. Я участвовал в Лиман 24 часа 5 раз. Я там 2 раза в Париж-Дакаре участвовал. Во многих серьезных соревнованиях. В Дайтоне в Америке. Везде есть волнение. Здесь почему-то волнения не было. То есть некий такой внутренний праздник автоспорта. Мы весь день хлопотали, были какие-то технические, административные проверки, а потом мне штурман говорит: ну, хорошо, у нас спецучасток 26 часов.
Я думал, что это будет некое спокойное путешествие. Главное проехать 2000 километров. То, что там оказалось, для меня было некой неожиданностью. Я не представлял настолько сложные маршруты, не представлял, что настолько важно будет иметь высокую мощность и хорошие тормоза. Я не представлял, насколько глубокие пропасти вокруг нас окружают. У нас прямо в первый день случился, мало того, что ливень, потом нас загнали в горы, потом уже днем мы поехали, и в этих горах дороги начали суживаться. Прямо в тропинке для ослов каких-то, и машины, там на бричке ты, наверное, еле-еле проедешь. Такое ощущение, что ты целый день гонялся на крыше Москва-Сити на автомобиле. То есть ты едешь по краю бездны, и ты должен заставить себя ехать быстро. На самом деле меня спасло то, что я подошла к второму экипажу и говорю: мне одной так страшно. Они говорят: нет, всем. Тут меня отпустило. И потом было еще там дня 3, что ли, вот такой кутерьмы. Потому что мы каждый день ездили, где-то часов 15. Я спал по 20 минут в Тойоте на правом сиденье, все остальное время ты будешь в руле, там, на бензоколонке где-то с какими-то нервами. Мы не высыпались. На финише с первого же спецучастка я получаю 2300 штрафных очков, и я понимаю, что за всю гонку многие столько штрафных очков не набирают, а я только за первый спецучасток. То есть все было наполнено неожиданностью, безусловно. Это ZR номер 3, а-ля кросс. Протяженностью, соответственно, будет 51 километр 110 метров. По нему нам задан норматив скорости 45 800, так как мы класса Intermediate. По этой скорости мы должны проехать участок при этой средней. То есть надо держаться от средней скорости, чтобы получить как можно меньше пенализации. И после этого мне стало потихонечку проще. Я стала понимать, чего ожидать от машины, как ехать эти горные дороги. Я все время пыталась найти какой-то способ прохождения этих поворотов максимально безопасный. Стоит ли заезжать глубже, стоит ли раньше, стоит ли здесь резать. Дальше становится все лучше. Дальше третий спецучасток мы уже набираем совсем минимум штрафных баллов. И уже мы понимаем специфику гонки, машина работает, все у нас наладилось. Мчимся по спецучастку и выезжаем в такую долину, где горнолыжные склоны или что-то. В общем, прям все заснежено вокруг, одинокие елки. И вдруг стоит мой друг Юра Лысенко на BMW. И я, как последний подлец, не останавливаюсь, мчусь дальше, потому что мне важен результат. Потом я уже Юре перезвонил. Оказалось, что у него просто закончился бензин. В той ситуации, конечно, мы не могли ему ничем помочь. На самом деле никакого интернационала гонщиков не было. Все вели себя как сволочи последние. Никто никому ни в чем не уступал. Никто не подсказывал. Если сливал информацию, то косую какую-то неверную. Здесь же старт не подбирать, старт просто живой. Перед нами уже проехало 300 машин, то самые опасные участки, они все были обозначены другими машинами. Особенно такое случается, когда едешь вниз, и уже вроде бы начался асфальт или прогалины асфальта, но на теневой стороне определить, черный это асфальт или это черный лед, практически невозможно. И такие места были обозначены другими конкурентами. Прям спасибо им большое. Выезжаю из-за поворота, из-за скоростного, вижу наклонившиеся деревья, и на них, как ракета в небо, висит BMW, а под ним там дальше склоны, бездна. Или Renault Alpine, вот как раз такая красная спортивная, тоже валяется в сугробе, и я только 2 следа вижу, что он в торможении туда и упал. Все думают, что вес – это прям вот совсем отрицательный момент. Да, разгоняться быстро из поворота тяжело. Но, с другой стороны, она очень устойчива, и особенно на скользких покрытиях. То есть нет такого, чтобы у нее внезапно уехала задняя ось, да, или она внезапно поплыла. Соответственно, это дает уверенность. За счет того, что мотор 4-цилиндровый, он достаточно эластичный, он на низких оборотах достаточно хорошо работает. Вот. И на снегу можно просто играться в борьбе с соперниками, просто
плавно скользить и, доворачивая его, как бы облокачиваясь на сугробы, ускоряться. Я был учеником даже двоих пилотов той советской команды, то есть Валентин Кислых, кто отвечал за моторы, когда я работал в институте НАМИ. Он мне рассказывал, что, в принципе, главная надежность на этой гонке, что результат по максимальной мощности абсолютно ни на кого не влиял. Безусловно, им было намного сложнее, чем нам. У них не было вообще средств, они не имели возможности питаться в ресторанах, они не имели возможности, я не знаю, звонить на родину по мобильной связи, у них не было навигации, у них, по сути дела, не было ничего на этих «Волгах». Вообще начиналась эпоха мини-купера, вот этого маленького, юркого, феноменально управляемого автомобиля. То есть эпоха большого туризма из ралли уже ушла. Из тех поездок пенсионеры рассказывали, насколько быстрые были мини-куперы. Потом, когда у меня такой автомобиль появился, и я на нем ездил по городу, я понимал, что как на этой чахлой креветке вообще возможно с кем-то соревноваться. То есть, на самом деле, в быту автомобиль мини-купер, который тогда побеждал в ралли Монте-Карло, в быту это абсолютно бестолковый, маленький, ломающийся автомобиль. Вот. Но сейчас, побывав на ралли Монте-Карло, я увидел, действительно, в тех условиях, в горах, в узких этих серпантинных дорожках, действительно, мини-купер – это быстрый автомобиль. То есть, по сути дела, мы ехали на большом свадебном автомобиле, а против нас мчались картингисты на маленьких, юрких, мощных машинах. Я переехал из Милана в Москву из-за любви к девушке, которая тоже любит классические автомобили. Я участвовал в ралли Монте-Карло 7 раз, и сейчас мы наслаждаемся гонкой. У русских хорошо подготовленная, фантастическая машина, хорошая команда в реально русском стиле. И если Мини похож на такого страшненького плохиша, то Волга выглядит гораздо более аристократично. Мы приезжаем в Монако. Вообще, это такая история, ночью было, это такая больше похожая история про Золушку. Без чего-то 12. Наконец, температура не минус 10, как в горах, а плюс, наверное, 15. Это ночью, у тебя пальмы, блеск, яхты, все светится. После снега, дождей и всего, что там было в горах, спуститься в этот рай, это было, конечно, восхитительное ощущение. И в этой обстановке, как бы, плод твоего творения, да еще под моим управлением, оказывается в центре внимания, как бы наравне с мировыми брендами, это, конечно, великое счастье. Мой штурман говорит: а ты представляешь, что мы сейчас находимся на трассе Формулы-1? А трасса куда идет? Вот сюда. А трасса куда идет? Вон туда. И, конечно, проехаться на этой огромной, красивой, блестящей, звенящей, да, такой советской машине по трассе Формулы-1, это прям был маст, который мы выполнили. Но при этом оставалась нотка того, что еще 2 спецучастка остаются, которые, собственно, и мы знали, что они самые должны быть тяжелые с ездовой точки зрения. И дальше было только такое состояние напряжения. Мы все помнили о том, что наши «Волги» в 1964 году не были классифицированы, и очень важно было именно доехать до финиша. Знаете, ночью есть такая особенность. Не видно обрывов, не видно голых скал, не видно того, что у тебя здесь облака уже где-то далеко внизу. И ты видишь только свою дорогу. Тут в горах оказалось -5, и все заснежено, и все во льду, и машины валяются, и кто-то в пропасти, кто-то на деревьях, кто-то где-то. Вот, а нам надо мчаться, чтобы не набрать штрафных очков, и еще поворот на повороте. В общем, предпоследний спецучасток мы, по сути дела, с Костей еле выжили. Может быть, уже вниз, но ты все вверх, 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 и впереди машины. И у нас в дорожной книге была прописана стенограмма.
и мне тяжело. Я понимаю, что нужно ехать быстро, потому что все едут быстро, потому что иначе тебя догонят машины, которые едут сзади. Выскакиваем из-за поворота, а мы идем с отставанием от графика заданного. И поэтому мы боремся, нам надо ускориться, нам надо отыграть. Стоит автомобиль прямо перед нами, и мы в него чуть не въезжаем, а у него открыты двери, мы не можем его обогнать, мы орем в окно. Иностранец каким-то образом понял, что мы имели в виду, как он понял, что слово «дверь» — это значит закрыть дверь. Вот он закрыл, и мы проехали. Что-то произошло в мозгу у меня, в машине и у штурмана. Штурман начал диктовать стенограмму, а по стенограмме ты знаешь крутизну поворота. И это дало такую скорость, мы стали таким единым целым, и мы просто неслись, да, вот. Мы, честное слово, мы в тот момент были бессмертными, потому что мы заходили с такой скоростью, что если поворот был бы другим, мы бы в него не попали. Было ощущение того, что мы вот просто за всю гонку так не выкладывались, как в этот момент. Последний спецучасток уже совсем был простой, но он был сухой, уже без льда, без снега. Но, к сожалению, очень много поворотов, поворот на повороте. Опять спустились вниз, опять тепло. И когда ты попадаешь в тепло, ты понимаешь, что ты попадаешь в другой мир. И когда случился финиш, а ты на таком подъеме? Дайте мне что угодно. Где эта точка опоры? Где эта земля? Дайте, я все сверну. Я все могу. В этот момент почему-то сразу приходит усталость. Трофей, который нам вручили на гала-ужине от автомобильного клуба «Монако». Честно говоря, я не знал, что в первой категории награждаются первые 5 мест. Вот, соответственно, за русским столом все сразу в празднике, все хлопают, мы пришли сразу, обмыли. Русские не зря съездили. Было большое количество ошибок, мы их все проанализировали. И, наверное, надо было бороться до конца, несмотря на большое количество штрафных очков. Наверное, это неправильно. Наверное, всю оставшуюся жизнь я буду об этом сожалеть. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И это девиз, наверное, этой гонки. Для меня все-таки это большое, то, что это дань уважения и любви к тем людям, кто были моими учителями, когда я был пацаном. Я этих людей всех прекрасно помню и прекрасно знаю. И если есть там жизнь потусторонняя, и, может быть, они это видят, то есть всегда приятно, что что-то сделано, то, что они не смогли. Для меня был пункт, что, в принципе, мы ехали за них, или они ехали с нами. То есть это ощущалось, мы сами себя, может быть, накручивали, что мы продолжение той команды, и те 10 отважных советских пилотов, они как-то вот незримо, их образы были. Собственно говоря, и наши олимпийки — это возврат к той же форме. Это было довольно давно, и вот, наконец, это все воплотилось в жизнь. Хотелось, конечно, чтобы это все осталось не только чьими-то достижениями, но и нашими тоже немножко. Ну и, конечно же, нам очень хорошо помогли наши давнишние друзья из Матюля. Может быть, это случится, вот опять какая-то искра пробьет, и мы сделаем проект, в котором даже сейчас даже не подозреваем, что мы сможем стартовать. Меня впечатляет, как эти старые машины справляются с очень сложным ралли. Они были приятными, улыбчивыми и просто хорошими соперниками. Видел русские «Волги», они хорошо выглядят, звучат и, видимо, прекрасно проводят время. Они хорошие ребята, потому что вчера выручили нас бокалами для шампанского. Финишировали на 10-м спецучастке. Вроде все здорово. Вроде мы научились ехать наконец-то по блюнику, Костя научился ударировать, пододвигать. Вот, ну а я, собственно, мочился.
Il peut se prendre des 2 grosses